Итак, мы с вами собрались поговорить о личной жизни, об отношениях. Я всегда начинаю свои встречи с этого, потому что если я начну с чего-то другого, может быть, вы и не соберетесь тогда. Чтобы люди собрались, чтобы мы познакомились, мы начинаем с отношений, нашей беседы. И мы сейчас будем говорить об этом, о том, как вот в семье сделать так, чтобы нормальная жизнь была, как вообще сделать так, чтобы была семья, чего мне не хватает, почему у меня нет семьи, чего мне не хватает в жизни, как сделать так, чтобы было счастье в жизни. Все ведь возможно, ведь правда? Нужно просто иметь знания, куда прилагать свои силы. Почему у меня вот так жизнь течет сейчас, почему так? Все, надо во всем разобраться. Нужно все это изучать. Для этого мы начинаем с того, кто такой человек, как он устроен. Человек — это душа, которая находится в области сердца, вот здесь вот. Он живет вечно. Это можно изучать. Для того, чтобы приблизиться к пониманию вечной души, вечной жизни, для этого человек должен оторваться от грубого восприятия сначала. Вот я как бы сижу перед вами, вот есть такой, как бы у меня седые волосы там, белые там, это вот, ну я вот такой, да? Это грубое восприятие человека. Есть еще тонкое восприятие. Это означает характер человека, его отношения с людьми и так далее. А есть еще духовное восприятие. Означает честность, верность, вера, искренность, порядочность. Это духовные вещи. Характер добрый, но не всегда последовательный, не всегда порядочный. Значит, духовности не хватает. Другими словами, у человека есть три вещи. Есть тело. Тело больное, жить тяжело. Работать тяжело, в семейной жизни жить тяжело, ребенка очень трудно зачать. Телу не хватает силы. То есть нужно телу давать силу. Нужна сила телу в семье? Нужна. Ну, понимаете, человек, когда он знает формулы знает, тогда ему легко потом дальше ими пользоваться в жизни практически. Запомните, здоровье означает природа. Это не означает таблетки, фитнес, там еще что-то. Это все тоже хорошо, все хорошо. Но здоровье означает природа. Сколько дает человеку природа здоровья, ничто и никто никогда не может столько дать. Мне достаточно было просто постоять 40 минут в вашем море, вот здесь вот, на солнце, и просто помолиться, то есть включить вот эту силу обмена любви, то есть энергию любви, и я восстановился полностью после перелетов. У меня не осталось чувства, что я куда-то летал. Можно было много таблеток выпить, там, сделать 50 массажей. Я пошел просто, и это все произошло само в результате контакта с природой. Но это аскеза тоже. Зайти в воду 18 градусов, это аскеза. Но эта аскеза дает счастье потом, плоды, контакт с природой. Не обязательно женщине чувствительно заходить в воду зимой. Не обязательно. Мужчина другое тело. Но можно, допустим, прийти к водичке и постоять рядом, если ты в это веришь. А? Сколько времени? Пока ваше сердце не растает. Может быть сутки. А может быть 5 минут. Вот вы подходите к воде, и вы должны почувствовать воду, вы почувствовать должны... Сейчас спою. Сейчас нужен носитель, как бы. Носитель, раз вы спросили. Вы должны войти вот в такое состояние. Когда человек стоит, женщина стоит на кромке между водой и землей, она получает силу для зачатия. Там вот между водой и землей вот
на берегу моря, там находится эта возможность. Там все энергии соединяются для того, чтобы там внутри все задвигалось правильно. А сколько стоять? Нужно дойти, вот сейчас вот через эмоции передается знание, понимаете? Потому что эмоция — это энергия любви. А мы сейчас с вами пытаемся почувствовать, сколько. Вот когда вы войдете в такое состояние, как вот в этой песне, в этот момент вы получите гормональную силу для зачатия. И каждый день, когда вы так будете делать, ее все больше и больше будет. Вот оно, это состояние передается в мелодии определенной песни. Всегда через ритмы, через песни мы можем с чем-то сконтактировать. Поэтому существуют молитвы разные, они дают контакт с воздухом, с природой. Раньше люди знали, как настроиться, чтобы пошел дождь, чтобы... Ну, то есть они знали вот эти все мелодии, понимаете? А мы сейчас мелодии используем только для того, чтобы... Вот, мы не понимаем, что это все предназначено было для контакта с этим миром. Но некоторые песни, они этот контакт делают. И это я вылавливаю вот такие вот песни и использую для обучения людей, чтобы понять, что такое тело, почему оно здоровое, почему оно больное. Тело здоровое, когда через память соединена с природой. Тогда тело здоровое, память соединена. А как эта память соединена? Через энергию любви. Вот, слушайте. Слушайте, как поет, что дает голос. Настроение, состояние. Контакт, гармония. Женская энергия, любовь. Любовь означает вода для женщин. Это энергия воды. Женщина сравнивается с течением реки, ее женское сердце, как река, течет. Вам хватает этого? Нет. Вы нашли ответ на свой вопрос. Вы нашли. Все, больше вам нечего сказать. Про мужа надо фотографию. А потом после. Видите, здоровье означает контакт. Или, допустим, мы сейчас включили женскую энергию любви для того, чтобы вынашивать, зачинать людей. Вы скажете, а если так все просто, почему тогда мы не знаем этого? А потому что люди, они думают, что знание, оно сложную природу имеет, поэтому они все усложняют. Знание очень простое. Зачинать детей — это энергия воды. Когда женщина с водой контактирует, она получает силы для зачатия. Все. Вода, земля. И вот в таком настроении любви надо там находиться, по берегу гулять. Сколько мне гулять? А когда у тебя пойдет вот эта энергия любви, сколько тебе надо? Может быть, с полчаса достаточно. Должна уйти оттуда счастливая. А потом оно тратится в течение дня, да, тратится оно. Но если человек вспоминает то, что он сходил на речку, тогда он опять с ней контактирует. Через память контакт идет. Мы говорим сейчас о теле, просто о теле. Мы не говорим о характере. Без этого жить нельзя, понимаете? Если у человека нет света, допустим, спокойствие дает лес. Вот у меня был стресс, трудности в жизни были, я и молился, и то, и все, но мне не хватало спокойствия, я пошел в лес. Гулял. Но гулял не просто там, прибежишь в лес, там, у нас, я не знаю, у вас не знаю, можно в лесу вообще что-то делать или нет здесь.
Ничего нельзя, да? Ну, у нас там можно и дрова собирать, там и костры сжечь, что хочешь можно делать. Я этого не делал, я просто кланялся лесу. Лес это не означает там тайга где-нибудь. Ну, даже просто садик какой-то, это тоже лес. Тоже можно там находиться, деревьям кланяться, деревца растут. Вот. Ну, так как вы как-то с русским языком связаны, поэтому сейчас вы услышите на русском. Мы дойдем до гор. И про солнце. Вот смотрите. Важно очень почувствовать эту силу спокойствия через веру. Через веру это происходит. Если вы услышали веру в лес, тогда вы сможете получить спокойствие. Сказать, это как говорят, это ересь, вера в лес. Я говорю сейчас не про веру как философию, а я говорю просто про элементарные вещи, которые нужны для жизни, мои хорошие. Если нет спокойствия, я беспокойная, успокойте вы меня. Ну тогда вот есть способ очень простой. Просто полюби вот так же лес, как в этой песне. Слушайте внимательно. Неважно, знакомый, не знакомый, слушайте. Человек прославляет лес. Связывается с ним. Спокойствие идет через это. Понятно, значит, я верю в это. А здесь спокойствие сейчас распространяется. Чувствуете? Спокойствие. А вот теперь слушайте, что такое память. Она может по-разному проявляться, но именно память дает этот результат. Человек наполняется спокойствием. Вот сейчас он об этом будет петь, о памяти. Спокойствие получили, да? Через любовь. Вера в лес. Мы проходим мимо деревьев, мы их не замечаем. У нас нет контакта. Значит, не будет спокойствия. Мы живем рядом с водой, не купаемся, не подходим, не будет любви. Любовь течет, она должна течь в отношении. Я даже подойти к нему не могу. У меня нет силы. Хорошо, сходи к берегу, появится сила. Не только подойдешь, а еще и обнимешь. Нужны силы на все. Горы означают аскеза, возможность преодолевать трудности. Если у человека не может рано вставать, у него нет возможности что-то сделать, он хочет устроиться на работу, не может дойти до работодателя. Не хватает силы внутренней. Он бы и захотел, но не может. Нет сил. Или, допустим, ну говори, ты уже целый год на меня смотришь. Знакомая, да, ситуация? Ну, когда он уже скажет, ну сколько можно?
Горы. Надо в горы его послать. Они дают силу, аскетичность человеку, горы. Вот горцы, допустим, взять горцев, да? Я тебе сказал, ты понял или нет? Ну, у нас такие. Ну, у вас, мне кажется, такие же. Они везде одинаковые. То есть горцы, они один раз только говорят. Потом уже все. До свидания. У них очень много решимости в характере. Согласны? Очень много решимости. Люди, которые живут возле моря, очень много любви. Естественно. У вас очень много любви. Вы говорите: Олег Геннадьевич, мы вас так ждали. Это означает любовь. Что значит, если тут есть израильтяне решимые, у которых много решимости? Значит, они с горами как-то связаны были. С этой энергией гор. Вот у меня много решимости, у меня никак не связано с горами. Вы не знаете даже об этой связи. Эта связь может по роду идти. По роду. Может, у вас там в роду были люди, которые вот такие. Вы даже похожи. Похожи на горцев. Похожи. Что вы смеетесь? Я серьезно говорю. Ну вот, она решимость, у нее есть недостатки тоже. Мы говорим сейчас об энергии. Есть солнце. Солнце. Солнце означает способность следовать культуре. Весь Восток следует культуре. Где меньше солнца, люди забываются. Они не следуют обычаям. Способность нести знания, сила человеческого достоинства, когда человек имеет силы достойно себя вести. Это энергия Солнца. А Земля — это мать. Земля — это мать. Она дает защиту, прибежище. Потому что вам этого не хватает. Ближе море, нет, просто получается так, что я на работе, когда иду на перерыв. Вы сейчас объясняете свое поведение. А я говорю, почему? Потому что вам не хватает солнца, поэтому с ним общаетесь. Когда вам будет воды не хватать, будет с водой общаться. Нет, она просто прежде всего, она всегда есть. Но у нас все всегда есть. Просто вопрос, мы видим то, дойдете, когда нужно будет. Вы можете воспринимать меня, как считаете нужным. Но старший должен быть смелым в том, что он говорит, если он это видит. Но вы можете мне доверять, не доверять, рассуждать, спорить, как вы считаете нужным. Итак, мы с вами поговорили о теле. Чуть-чуть. Если человек телесные потребности не удовлетворяет в жизни, он становится слабым в личных отношениях. И он замыкается, потому что нет силы. Он говорит: отстаньте от меня, у меня нет силы. Я хочу побыть один. У меня нет возможности общаться. У меня нет возможности любить. Я не могу зачать детей. Я не могу быть здоровым, я устаю постоянно, я болею. Дайте мне возможность вылечиться. Отвезите меня к врачу. Не хватает контакта с природой. У людей, которые живут на земле, на солнце, у них нет этих проблем, они не знают, о чем речь. Зачем идти к какому-то врачу? Они не понимают, о чем речь вообще.
В городе люди понимают хорошо, потому что у них нет контакта. Но если человек помнит, память имеет, тогда он через память получает эти возможности. Вера, возможности, сила идут через память. Мы потом поговорим попозже об этом с вами. Память, да, это функция разума. Говорим о разуме. Это дается через знание. Когда человек это знает, он это развивает в себе. У нас это уже есть.